Всем привет! В этом видео вы увидите подробный мастер-класс по вязанию такого кардигана с цельновязанной планкой. Связан он регланом сверху. Здесь швов нет совсем. Сначала я коротко расскажу о нем, а дальше уже будет сам мастер-класс. Мой кардиган связан на размер 50-54. Пряжа Alize Midi Polo, Alize Superlana Midi Polo. В 100 граммах 150 метров. Номер цвета 21. Состав 67% акрил, 23% шерсть, 5% полиамид, 5% пайетки. Спицы здесь рекомендуют 5-8. Я вязала спицами 5 миллиметров свой кардиган. Какие у меня получились размеры? Длина моего кардигана, конечно, весь в кадр не войдет, он очень длинный, длина 90 сантиметров. Так. Ширина я измеряла, вот так застегнула и сложила пополам, измерила ширину, получается 58 сантиметров. Регланная линия по передней части 26 сантиметров и по спинке 29 сантиметров. Рукав. Ширина рукава вот в этой части 21 сантиметр и в конце 13 сантиметров. Длина от планки я мерила вот отсюда полностью 57 сантиметров. По внутренней части 33 сантиметра. Это 3/4 рукав, такой, как я люблю. Можно, конечно, связать и длинный рукав. Здесь использовано два узора. Это лицевая гладь и сам узор планки. Также этот узор повторяется на боковых частях, на рукавах и по низу самого кардигана. Вместо резинки также я использовала этот узор. В мастер-классе это я все показывала. Начинается вязание вот отсюда. Сначала вяжется планка в разные стороны, затем набираются петли для спинки и рукавов, а остальные петли уже набираются на полочке, то есть в процессе вязания самого реглана. В кардигане я пришила 10 пуговиц, и отверстиями для пуговиц служит сам узор. Здесь не нужно заранее рассчитывать, это очень удобно, очень хорошо проходят пуговицы. И также можно застегивать как хотите. Можно на 3-ю, можно на 2-ю. В общем, здесь уже никаких ограничений нет. Мне нравится, когда сверху остается 2 пуговицы не застегнутые и снизу. Вот так, когда остается, получается интересно. Сама планка вяжется очень просто, на 9 петлях. Это также я показала дальше в мастер-классе. Это вообще базовая модель. Можно использовать любой узор для планки. Ее можно вязать резинкой, лицевой гладью, платочной вязкой. Я показала сам смысл, как из планки выйти на реглан и дальше вязать эту цельновязанную планку. На кардиган таких размеров у меня ушло 730 граммов пряжи. Если вас заинтересовал такой кардиган, предлагаю посмотреть, как я его вязала. Приятного просмотра! Перед началом вязания необходимо связать образец и сделать расчеты. Образец можно связать просто лицевой гладью и определить плотность вязания. В данном кардигане у меня
вот такой расчет. Этот расчет аналогичен расчету, который я уже не раз показывала в своих видео. В частности, это жакет «Океан», джемпер «Мелодия». И есть абсолютно такой же расчет мужской кардиган с V-образной горловиной. То есть, как рассчитать по вашему количеству петель, вы сможете посмотреть в этих видео. Я оставлю ссылки на них, и кому это нужно, вы сможете посмотреть. В данном случае моя плотность вязания совпала с моей плотностью вязания в жакете «Океан», и я использовала те же значения. Мое распределение петель следующее. Спинка 22 петли и рукава по 7 петель. А дальше по вырезу горловины, так как это V-образный будет вырез, я буду уже прибавлять петли в процессе вязания. Для того, чтобы набрать необходимое количество петель по планке, так как вязание начинается с планки, нам необходимо только спинка и 2 рукава. И также сразу рассчитываем росток. В данном случае я для себя взяла на 3 раза разделила рукав. 3 петли, 2 петли, 2 петли, 3, 2, 2. Это по рукавам только росток будет. При вязании V-образной горловины росток вяжется только на рукавах. Итак, общее количество петель, которое мне нужно набрать по планке, составила спинка 22 петли, плюс 2 рукава 14 петель, и плюс по 2 петли у меня будет на регланной линии 8 петель. Всего мне нужно 44 петли. Теперь нужно определиться с тем, сколько же рядов планки, по которой мы будем набирать петли, нам нужно связать. Я взяла для себя значение, что из 4 петель, из 4 кромочных по планке, вот они кромочные. Кромочная — это 2 ряда, лицевой и изнаночный, 1 кромочная. Что таких кромочных для 44 петель мне нужно следующее количество. Как я рассчитывала? На 4 кромочные я буду набирать 5 петель. И я рассчитала вот так. Цифры — это кромочные, плюсы — это дополнительные петли, которые я буду делать накидами. Это все я сейчас буду показывать, пока только теория. Значит, 2, 3, 4. Вот 4 петли, 4 кромочные плюс 2 дополнительных накида образуют 5 петель. Итак, я считала 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и так далее. Вы также можете рассчитать свое количество, чередуя 2, 1, 1, 2, 1, 1 и между ними дополнительные накиды. Я посчитала, что мне необходимо для 44 петель 26 кромочных. При этом я в первую кромочную наберу 2 петли и в последнюю кромочную набираю 2 петли. И так у меня тогда получится для 44 петель. То есть чередуем 2, 1, 1. Если где-то не получается ровно 2, 1, 1 и 2 в конце, то где-то можно здесь добавить, либо одну двойку сделать единицей. Я думаю, это понятно. Просто нужное количество петель для набора должно быть обязательно у вас кромочные совпасть с количеством петель. Не обязательно, это точно такое же количество. Итак, мне нужно 26 кромочных петель. Так как каждая кромочная петля, как я сказала, это 2 ряда, значит, мне нужно связать в каждую сторону от центра по 13 кромочных петель. 13 кромочных петель — это 26 рядов. И в каждую сторону мне нужно связать от центра ворота по 26 рядов, чтобы получилось по 13 кромочных. Итак, давайте приступим к самому вязанию. Как я сказала, вязание начинаем с планки. Так, берем рабочую нить, спица номер 5 миллиметров, и набираю на одну спицу 9 петель. Планка у меня будет составлять 9 петель. Обычным набором
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Можно набирать петли на бросовую нить с открытым краем, но я предпочитаю набирать таким образом и потом по этому краю уже набирать петли петля в петлю. Тогда не будет смещения петель. Начинаем вязать планку. Повторять будем 4 ряда. Так, первый ряд. Первую кромочную снимаю, следующая петля лицевая. Дальше 1 изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3, 1 изнаночная, 1 лицевая и последняя кромочная. Кромочную изнаночную вяжу. Второй ряд. Второй ряд, все петли по узору. Кромочную снимаем, изнаночная, лицевая, 3 изнаночных, лицевая, изнаночная, кромочная, изнаночная. Третий ряд. Первую кромочную снимаем, лицевая, изнаночная. И теперь следующие 3 лицевые петли будут составлять ажурную дорожку. Берем третью петлю, вот 1, 2, 3, подхватываем ее вот так справа налево и протягиваем через эти 2 петли на спицу, через спицу, вот так. Осталось из 3 2 петли, провязываем их следующим образом. Лицевая, накид от себя, лицевая. И так получилось из 3 3. Дальше провязываем изнаночная, лицевая, кромочная. Четвертый ряд, петли по узору, изнаночная, лицевая, 3 изнаночных. Первая, накид также провязываем изнаночной за переднюю стенку, чтобы образовалось отверстие. И третья изнаночная. Дальше лицевая, изнаночная, кромочная. И теперь повторяем эти 4 ряда. То есть вот 4 ряда я уже связала. 5-й ряд как первый. Кромочную снимаем, лицевая, изнаночная, 3 лицевые, изнаночная, лицевая, кромочная. Дальше 6-й ряд как второй и так далее. Повторяем эти 4 ряда, всего 26 рядов в одну сторону. Я сейчас провяжу эти 26 рядов и затем подключусь и покажу, как набирать петли из наборного ряда и будем вязать планку в другую сторону, также 26 рядов. Я провязала 26 рядов и нить обрезала. Эта нить уже не нужна с этой стороны. И теперь по лицевой стороне, это лицевая сторона, это изнаночная, нам нужно поднять такое же количество петель, 9 петель. Как я буду поднимать? Вот здесь видно, по краю идут горизонтальные вот такие перемычки, когда мы набирали перемычки от наборного края. Вот эти крайние. Их я буду поднимать на любую тонкую спицу. Я в данном случае взяла 2,5, можно даже 2 взять. И я их подниму сейчас на спицу, а потом уже провяжу спицей 5 миллиметров. Поднимаю от кромочной перемычку первую. Так. Можно даже вот эту взять. Дальше следующую горизонтальную перемычку над лицевой петлей. Это будет четко видно. Вот она идет от лицевой петли. Затем над изнаночной петлей.
Следующая опять над лицевой петлей. Здесь 3 лицевые, 1, 2, 3. Вот над 3 лицевыми подняли, и видите, здесь смещения уже нет, как если бы мы набирали на бросовую нить. Здесь четко над петлей идет тогда петля. Дальше следующая изнаночная петля, поднимаем ее. И еще лицевая петля, над ней поднимаем перемычку, и также получится как продолжение лицевой петли, когда будем вязать. И последнюю захватываем от кромочной петли. Итого у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель над теми же 9 петлями, которые мы уже вязали. С изнаночной стороны образуется вот такая дорожка. С лицевой получится как продолжение вязания. Теперь перетягиваем на начало ряда и вяжем также по лицевой стороне, так как мы здесь тоже по лицевой стороне начали ряд. Так, вяжем повторение того, что уже вязали. Присоединяем нить. Можно сразу. Так, лицевую, кромочную снимаю. Следующая. Так, следующая лицевая петля. Затем изнаночная. Я сразу начинаю вязать узор. Это первый ряд узора. Изнаночная. Дальше 3 лицевые. 1, 2, 3. Следующая над изнаночной изнаночная, над лицевой лицевая и последняя кромочная. Так, можно ее вот так. Смотрите, чтобы не было перекручено. Последняя изнаночная. Все, дополнительная спица нам не нужна. Мы подняли из 9 петель 9 петель. И вяжем, продолжаем вязать то же самое, что вязали до этого. То есть 26 рядов. Сейчас у меня уже второй ряд, я считаю. Первый ряд я уже сейчас провязала, подняв петли. И провязываем второй ряд, третий и четвертый. Сейчас я второй провяжу и еще раз покажу третий ряд. Потому что первый, второй провязываются по узору все петли. В третьем первую снимаем, лицевая, изнаночная и 3 лицевые. Теперь третью петлю подхватываем справа налево и протягиваем, набрасываем на спицу, протягивая через эти 2 петли. Получается здесь протяжка, а на спице над протяжкой 2 петли. И провязываем лицевая, накид от себя, лицевая, изнаночная, лицевая, кромочная. Это третий ряд, и провязываю теперь точно так же 26 рядов, но уже нить не обрываю. Дальше этой нитью я буду вязать само изделие. Я провязала всю планку, вот центр, в каждую сторону по 26 рядов. Вот так вместе соединения четко видно, что петля переходит в петлю и нет никакого разделения четкого. Только с обратной стороны у нас получается такая аккуратная дорожка. Эти нити нужно заправить. Итак, я закончила вторую часть вязать, и этой рабочей нитью я продолжаю дальше вязать само изделие. Сначала я провязываю планку, затем по кромочным набираю необходимое мне количество петель, 44 петли, и затем провязываю вторую планку. Планку провязываем по узору, как обычно, до конца изделия по планке будет повторяться эти 4 ряда. Итак, провязываем кромочная, лицевая, изнаночная, это планка.
Перебрасываем третью петлю, лицевая, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Все, мы провязали планку и теперь начинаем набирать петли из кромочных. Так как я считала, начинаем сначала 2 петли из каждой кромочной, то есть по одной, затем из одной кромочной и из одной кромочной. И повторяем 2, 1, 1. Из первой кромочной 1 петля, из второй кромочной за обе стенки я поднимаю 2 петля, накид к себе. Дальше из одной кромочной 1 петля, накид, из одной кромочной 1 петля, накид. То есть накиды делаем через 2, через 1, через 1. И повторяем. 1 кромочная, 1 петля, 2 кромочная, 1 петля, накид. Следующая кромочная, 1 петля, накид. Следующая кромочная, 1 петля, накид. Итак, я буду набирать до конца, делая накиды через 2, 1, 1, до следующей планки, и здесь уже подключусь. Я набрала из кромочных 44 петли и подошла ко второй планке. Провязываю следующим образом. Начинаем вязание планки с изнаночной петли. Изнаночная, лицевая, дальше все по узору. Изнаночная, так же как в начале ряда, накидываем петлю, лицевая, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, кромочная. Все петли, которые нам необходимы для начала вязания, на спицах. Здесь у нас спинка и два рукава и планки. Планки будут продолжаться также точно вязать, повторяя эти 4 ряда. Теперь обратный изнаночный ряд нужно провязать планку как положено, остальные петли, 44 петли, провязываем просто лицевой гладью, то есть изнаночными петлями. И при этом в этом ряду можно распределить сразу петли на полочке, не на полочке, на рукава и на спинку. Сразу развесить маркеры, чтобы было удобно. Так, я приготовила маркеры и теперь распределяю узор в этом ряду. Так, вам будет не видно. Ладно. Так, сначала вяжем 9 петель планки. Это изнаночный ряд. Кромочная, изнаночная, лицевая. 3 изнаночных. Лицевая, изнаночная, лицевая. Дальше идут 2 петли регланной линии. Между ними я помещаю маркер. Первая петля регланной линии, маркер. Вторая петля регланной линии. В серединке маркер. Мне так удобно. Дальше 7 петель рукава. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Следующие 2 петли регланная линия, отделяющая рукав от спинки. И провязываю первую петлю регланной линии, затем маркер, вторую петлю регланной линии. Дальше 22 петли спинки, опять выделяю регланную линию 2 петли и 7 петель рукава, маркер, отделяю последнюю регланную линию и последние 9 петель планки. Довяжу самостоятельно. Изнаночный ряд провязан. Я уже спрятала мешающие мне кончики нитей, осталась у меня только рабочая нить.
вязать будет приятнее. Теперь начинаем вязать росток. Отмечаем петли маркерами. После регланной линии от спинки, так как у меня по расчету 3, 2, 2. Три, 2, 2. И также со второй стороны. От спинки 3, 2, ой, последние 2. Все, теперь я буду вязать поворотными рядами от маркера до маркера. Начинаем вязать росток. Лицевой ряд провязываем до первого маркера в конце ряда. Вяжем петли планки. Девять петель планки этим же узором. Дальше идет у нас регланная линия, и здесь в начале ряда уже делаем прибавочные петли по краям регланной линии. Прибавки можно делать любым способом. Я буду делать в данном случае из протяжки. Перед регланной линией я поднимаю протяжку на спицу и провязываю ее скрещенной петлей за переднюю стенку лицевой. Дальше провязываю 2 петли регланной линии, и после регланной линии также поднимаю на спицу протяжку. Так, пока мне маркер мешает, поднимаю протяжку и провязываю ее скрещенной за заднюю стенку. Дальше провязываю все петли рукава. Пока не очень удобно. Потом будет расправляться здесь вязание, и будет уже удобно вязать. Довязала до регланной линии и опять также делаю прибавки. Сначала за переднюю стенку скрещенной, петли регланной линии, после регланной линии за заднюю стенку. Дальше провязываю все петли спинки. Прибавки по регланным линиям выполняются только в лицевых рядах, то есть каждый второй ряд. В изнаночных рядах прибавок не делаем. Довязываем петли спинки до регланной линии. Вот регланная линия, и также делаем прибавки. За переднюю стенку, затем 2 петли регланной линии, следующая за заднюю стенку. Смотрите так, чтобы у вас накинутая перемычка вот эта была скрещенная обязательно, иначе будут отверстия. Дальше довязываем лицевые петли, 3 петли до первого маркера. Все, здесь у нас первый разворот. Маркер убираем, разворачиваем вязание на изнаночную сторону. И я делаю разворот так. Подхватываю 2 нити, переводя, можно попробовать вот так, кто не знает, перевести рабочую нить назад, и на этой петле образуются 2 нити. Вот эти 2 нити мы подхватываем, переснимаем,
а рабочую нить подтягиваем вперед. И эти 2 петли будут петлей разворота. Вернее, 2 нити одной петли будут петлей разворота. Все, изнаночный ряд провязываем просто изнаночными петлями. Я сейчас провяжу самостоятельно до первого маркера, которым мы отмечаем росток. Сейчас я до маркера довяжу и покажу, как там разворачиваюсь. Я довязала до следующего маркера. Убираю маркер, разворачиваю вязание на лицевую сторону, нить перед работой и завожу спицу под нить и в петлю. Снимаю эту петлю и также нить подтягиваю так, чтобы образовалось 2 нити одной петли. И продолжаю вязание лицевого ряда до следующего маркера. При этом в лицевом ряду не забываем делать прибавки до регланной линии и после регланной линии. Перед регланной линией за переднюю стенку протяжки, после регланной линии за заднюю стенку скрещенной лицевой. Провязываем до следующего маркера. Когда в лицевом ряду дошли до петли разворота, на которой разворачивались, вот они 2 нити одной петли, вводим спицу под обе нити в центр и провязываем лицевую. Дальше довязываем 2 петли до следующего маркера. Маркер убираем, цепила нить, и разворачиваемся на изнаночную сторону. Также точно нить подтягиваем, 2 нити подтягиваем хорошо нить на себя и продолжаем вязать изнаночный ряд изнаночными петлями до следующей петли разворота и затем до следующего маркера. Я довязала до петли разворота, на которой я разворачивалась в предыдущем ряду. Эту петлю также вводя спицу под обе нити в центр, подхватываем обе нити и провязываем изнаночную петлю, так как это изнаночный ряд. Дальше у нас 2 петли до следующего маркера. Маркер снимаем. Разворачиваемся на лицевой ряд и продолжаем вязать. Также спицу ввожу под нить и в петлю, снимаю и рабочую нить подтягиваю. На спице 2 нити. Продолжаю вязать лицевой ряд, делая прибавки перед регланной линией и после, до следующей петли разворота. Дошли до двойной петли. Эту петлю провязываем лицевой, подхватывая под обе нити. Здесь будет хорошо видно центр. Обе нити подхватили. И последние 2 петли до последнего маркера. Маркер убираем, разворачиваемся и провязываем также. Сейчас подтягиваем нить наверх. 2 нити снимаем и рабочую нить подтягиваем хорошо, чтобы четко эти 2 нити легли на спицу. Продолжаем вязание изнаночного ряда до петли разворота. Провязываю двойную петлю,
протягиваю. И последний маркер, 2 петли до последнего маркера. Последний маркер убираю и разворачиваю. Не довязываю этот ряд до конца. И теперь отсюда я довязываю ряд уже до самого конца. Эту петлю делаем двойной. Провязываю этот ряд. Это лицевой ряд, и поэтому здесь делаем прибавки по регланным линиям, перед регланной линией и после. Я сейчас провяжу этот ряд до конца самостоятельно и провяжу следующий изнаночный ряд также полностью. Этот ряд лицевой до конца ряда, развернусь изнаночный до конца ряда. Так я провязала весь росток. И дальше я буду продолжать вязать вниз, прибавляя по регланным линиям также в каждом лицевом ряду. И дополнительно еще буду добавлять петли для полочек. Петли для полочек будут добавляться после планки в начале ряда и перед планкой в конце ряда. Но сейчас сначала первые 2 ряда, после ростка я начинаю отсчет с первого ряда. Теперь еще первый и второй ряд я провяжу без прибавок для полочек. Прибавки буду делать только по регланным линиям. И в 3-м ряду я подключусь и покажу, как я буду делать прибавки еще дополнительно для полочек. Я провязала 2 ряда. Из 3-го ряда я начинаю делать прибавки для полочек. Начинаем 3-й ряд. Провязываем планку без изменений. 9 петель. И дальше я буду делать прибавки после первой лицевой петли. То есть первую лицевую петлю после планки я провязываю лицевой, и после нее я всегда буду делать прибавки, когда их нужно делать для полочки. В начале ряда прибавку делаю также из протяжки, поднимаю на спицу и провязываю ее скрещенной лицевой за заднюю стенку. Дальше здесь 1 лицевая пока петля перед регланной линией. Перед регланной линией делаю также за переднюю стенку. Затем количество петель уже будет расти, будет уже удобнее вязать. После регланной линии за заднюю стенку. И так провязываю весь ряд до конца. Перед планкой здесь сделаю следующую прибавку. В конце 3-го ряда также делаем прибавки по регланной линии. После регланной линии за заднюю стенку. Затем также здесь 1 сейчас пока еще петля. И остается 1 лицевая петля до планки. Перед ней делаю прибавку для полочки. Провязываю ее за переднюю стенку, скрещенной лицевой из протяжки за переднюю стенку. Затем последняя лицевая петля перед планкой и провязываю петли планки. И дальше так я буду делать прибавки, примеряя на себя в каждом 4-м ряду. Сколько я сделаю прибавок, я пока не знаю. В каждом 4-м ряду, то есть это получается через лицевой ряд. И также буду в каждом лицевом ряду делать прибавки по регланным линиям. То есть по регланным линиям делаем в каждом лицевом ряду, по полочкам через лицевой ряд. Здесь в каждом 2-м ряду, по полочкам в каждом 4-м ряду. Сейчас я перейду уже на леску 100 сантиметров, так как количество петель быстро растет, и уже на таких спицах вязать неудобно, и продолжу вязать. Я провяжу необходимое мне количество рядов до того, как регланная линия по передней
по переду будет примерно 25 сантиметров. 25-26, может быть. Я буду примерять на себя и смотреть, сколько мне будет достаточно регланной линии и сколько мне будет достаточно прибавок по горловине для полочек. И затем вам скажу, сколько рядов я провязала. Я провязала весь реглан. После ростка я провязала еще 44 ряда, и сейчас длина регланной линии по передней части у меня 26-26,5 сантиметров. Значит, я провязала 44 ряда, как я сказала, делая прибавки по регланным линиям в каждом втором ряду и по вырезу горловины в каждом четвертом ряду. Сейчас после соединения спинки и полочек и отсоединения рукава я еще продолжу делать прибавки и потом скажу, сколько я еще сделала прибавок и в каких рядах. Итак, сейчас на спицах у меня 280 петель. На спинке 74 петли, на полочках по 43 петли и на рукавах по 56 петель. И плюс 8 регланных линий, всего 280 петель. Теперь я буду отделять рукава и соединять спинку с полочками, чтобы дальше вязать в длину. Сделаю подрезы. Как это я делаю, сейчас покажу. Начинаю провязывать этот соединительный ряд по лицевой стороне. Провязываю все петли полочки. Я сейчас провяжу все петли полочки. Здесь в этом ряду у меня прибавки по горловине нету, до регланной линии. Я довязала до регланной линии. Одну петлю регланной линии я провязываю к полочке. Маркер убираем, и дальше идут петли рукава. Петли рукава я буду снимать с помощью крючка. Полочку пока оставляем. Снимать можно по-разному, можно на булавке, кому как нравится. Я буду столбиками провязывать крючком. Сначала делаю несколько воздушных петель. И затем начинаю провязывать петли рукава по одной петле, ввожу крючок в петлю, подхватываю рабочую нить, снимаю петлю со спицы и на крючке получается 2 петли, протягиваю нить. Столбики без накида. И так с каждой петлей. Все петли рукава снимаю на дополнительную нить с помощью крючка. Таким образом. Сейчас сниму все петли рукава и также довяжу до регланной линии и одну петлю регланной линии также сниму, а вторая петля регланной линии пойдет на спинку. Так вот, первая петля регланной линии, ее также снимаю к рукаву. Маркер убираю и провязываю еще для закрепления 2-3 петли. Нить обрезаю. Все, рукав снят. Теперь возвращаемся к петлям полочки, где мы закончили перед снятием рукава. Пропуская рукав, соединяем полочку со спинкой. Но для этого нужно набрать подрез между полочкой и спинкой.
Подрез также можно набирать любым способом. Я буду набирать так, вот так набросом. Снизу набрасываю на палец и подхватываю нить, то есть скрещенный накид. Набирать буду 7 петель, это примерно 5 сантиметров. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И дальше провязываю все петли спинки. Довяжу до регланной линии все петли спинки. Первую петлю регланной линии также провязываем к спинке, убираем маркер и аналогичным образом снимаем петли второго рукава. Присоединяю нить и снимаю петли рукава. Сняв петли рукава, первую петлю регланной линии также снимаю. Петли второго рукава сняты. Возвращаемся к рабочей нити, где мы закончили спинку вязать. И теперь соединяем спинку со второй полочкой. Между ними также делаем подрез 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вяжем вторую полочку. Вот что у меня получилось. Отсоединили рукава и соединили спинку с полочками. Вот они, подрезы. И теперь можно дальше вязать уже изделие вниз в длину. Вязать можно просто лицевой гладью, можно какой-то узор где-то вводить. Я хочу вместе подрезов связать еще вот такой узор, как на планке. Сейчас я провяжу. Значит, это был первый ряд соединительный, я начинаю считать его с первого ряда. И второй ряд изнаночный теперь, по изнаночной стороне. Здесь я уже сформирую петли под этот узор. Для этого я задействую 7 петель подреза и по одной петле по краям подреза. Всего 9 петель. Сейчас провяжу вот так изнаночный ряд до петель подреза и покажу. Я довязала до подреза, когда осталась одна петля. Вот 7 петель подреза и 1 петля до подреза. Эту петлю я провязываю лицевой. И дальше 7 петель подреза провязываю так. Первая петля изнаночная, вторая лицевая, третья, четвертая и пятая изнаночные, третья, четвертая, пятая, шестая петля подреза лицевая и седьмая петля изнаночная. И следующая петля после подреза также лицевая. То есть вот 9 петель.
лицевая, изнаночная, лицевая, 3 изнаночных, лицевая, изнаночная, лицевая. А дальше продолжаю лицевую гладь. Это петли спинки у меня. И так провязываю до следующего подреза, и следующий подрез после спинки провязываю точно так же. Я провязала второй ряд, и дальше я буду вязать кардиган в длину. Еще я 2-3 прибавки по горловине сделаю, потом скажу, сколько я сделала прибавок и в каких рядах. Дальше на полочках и спинке я буду вязать, продолжать лицевую гладь, а по подрезам на этих 9 петлях, как я показала, я уже сформировала петли под узор, также 9 петель, как на планке вязали. Потом скажу, сколько рядов у меня получилось и сколько прибавок я сделала. Я провязала всю длину. Сейчас буду рассказывать, как. И связала один рукав. Второй рукав сейчас начну вместе с вами. Сначала расскажу по длине. После соединения спинки и полочки и отсоединения рукавов я сделала еще 3 раза прибавки по горловине. В 3-м, в 7-м и в 11-м ряду прибавила по 1 петле. И дальше уже вязала ровно. По рядам от начала соединения до начала вязания узора по нижней части я провязала 108 рядов. 108 рядов до начала узора. Затем перешла на узор. Здесь на что нужно обратить внимание. У нас по боковой части идет узор и по планке идет узор. Для того, чтобы этот узор сошелся вот в этом месте, количество петель лицевой глади между узорами и на спинке, и на полочках должно быть кратно 6 плюс 3. Это можно подогнать путем прибавки или убавки петель необходимого количества. Что получилось у меня? Значит, у меня получилось на спинке между этими узорами боковыми было 75 петель. Мне для того, чтобы это количество петель совпало с тем количеством, которое я сказала, кратно 6 плюс 3, мне нужно было 74. Можно прибавить, можно убавить, это по желанию. Так как у меня не хватало, вернее, была лишняя всего 1 петля, я эту петлю, одну по спинке, просто убавила. Провязала 2 петли вместе, примерно посередине. По полочкам. По полочкам у меня получилось количество петель лицевой глади 39 петель, и для нужного мне количества нужно было 37. Поэтому на полочках я убавила в последнем ряду лицевой глади, в 108 ряду, убавила 2 петли. Примерно на одном расстоянии, не считала. И так у меня получилось нужное количество петель. И дальше я вязала по нижней части тот же узор, который идет по планке и по боковой части. Так, начало ряда. Вот смотрим, от начала ряда идет планка. И здесь планка заканчивается изнаночной петлей. Затем идет лицевая гладь. Так у нас было. И после этой изнаночной петли я продолжаю вязать этот узор. 3 петли вот этой ажурной дорожки. Затем изнаночная, лицевая, изнаночная и опять 3 петли ажурной дорожки. Опять изнаночная, лицевая, изнаночная, 3 петли ажурной дорожки. То есть повторяю узор планки. Всего этот узор я провязала 18 рядов. После чего я петли закрыла. Петли закрывала обычным путем, путем протяжки по узору. Там, где была лицевая, я ее провязывала лицевой и протягивала через предыдущую. Там, где изнаночная, провязывала изнаночной и также протягивала через предыдущую петлю. Единственное, что я при
закрытии ряда я использовала спицы 4 миллиметра. То есть основное вязание я вяжу на 5, можно на 4, 4,5 закрыть, чтобы не слишком, так как узор стягивается, чтобы не слишком свободный был край закрытия. После этого я связала один рукав. Рукав у меня 3/4, можно вязать рукав, естественно, любой длины и любой ширины, как кому нравится. Для того, чтобы связать рукав, сначала нужно переснять на спицу те петли, которые мы снимали при помощи крючка. Петли удобнее переснимать на спицы меньшего размера. Я буду использовать спицы 4 миллиметра. Здесь петли хорошо видно. Беру правую стеночку и, подхватывая каждую петлю, переснимаю их на спицы. Все петли на спице. Теперь можно обрезать ту цепочку, на которую мы снимали петли, и распустить. Обрезаем край. И распускаем. После этого я начинаю уже вязать спицами 5 миллиметров, провязывая от центра. Центром я называю середину подреза. Вот отсюда будет начало ряда идти по кругу. Можно вязать не по кругу, но в данном случае, я думаю, удобнее будет вязать по кругу. По подрезу при соединении мы набирали 7 петель. Сейчас, когда я буду провязывать, я оставлю только 5, а 2 крайние петли провяжу вместе с первой в начале и с первой в конце. Значит, здесь в центре, в центре получается 3 петли вот этой ажурной дорожки, и первой петлей будет служить центральная из 3 петель. Это будет первая петля ряда. Для удобства можно использовать крючок. Берем рабочую нить. Можно присоединить на изнаночной стороне ее, просто пока завязав узелок, затем заправить. Можно сразу начать вязать. Итак, вот мы видим 3 центральные петли. 1, 2, 3. Первая петля из центральной петли и надеваем ее на спицу. Дальше вторая из лицевой петли. Также надеваем на спицу. Дальше идет изнаночная петля, после ажурной дорожки изнаночная петля. Отсюда поднимаем петлю. Так, и последнюю петлю, вот эту лицевую, мы провяжем вместе с первой из снятых на рукаве. Для этого нам нужно ее поддеть так, чтобы провязать
без дырочки. Так. Подцепить лучше где-то за 2 нити. Сейчас попробуем. 2 нити я взяла заднюю стенку и следующую за ней нить. Надеваю на левую спицу и провязываю с первой петлей лицевой. Так, смотрим. Все, отверстие не образовалось. Значит, так оставляю. И дальше я провязываю с этой спицы на новые уже 5 миллиметров все петли, которые я сейчас снимала с дополнительной нити. Провяжу до конца и дальше здесь наберем еще петли. Я провязала все петли со спицы 4 миллиметра, кроме последней петли. Ее я просто пересняла пока. И теперь мне нужно поднять также из этой лицевой петли, вот она, нить для того, чтобы провязать с последней петлей вместе. Так, как это лучше сделать? Спереди в центр этой петли, так как она должна у меня быть повернута задней стенкой. Вот так поднимаю. Теперь переснимаю эту петлю. Она также должна быть повернута к нам задней стенкой. Для того, чтобы провязать с наклоном влево 2 вместе. Смотрим. Отверстия нет. Продолжаем вязать. И осталось здесь поднять 2 петли из изнаночной и из первой лицевой из 3 изнаночной дорожки. Поднимаем. Также смотрим, чтобы не образовывалось отверстие. Лучше захватывать 2 нити. Вот я захватила. Если захвачу вот за одну изнаночную, здесь будет отверстие. Я возьму соседнюю рядом, и тогда отверстия не будет. И отсюда поднимаю. 1 и 2 последняя из лицевой дорожки. Также подхвачу за 2 петли. Здесь нужно просто смотреть. Здесь хорошо видно, когда образовывается отверстие, если вы тянете нить, или не образовывается. Просто пробуйте крючком. Крючком, спицей, чем вам удобно. Все, я подняла, у меня нигде отверстий нет. 5 петель от подреза у меня остались, а по 2 крайних провязаны вместе с первой петлей. Всего сейчас у меня на спицах 63 петли. Было 58, которые я подняла с дополнительной нити, 5 подреза и всего 63 петли. Теперь на них я буду вязать рукав. Отмечаю начало ряда для удобства. Хотя, конечно, здесь и так видно, но когда рукав уже длинный, трудно проследить, где начало, где конец. Даже, наверное, лучше не так, а на саму спицу. Так, вот так. И начинаем вязать. Первый ряд и второй я провязываю просто лицевыми петлями, а затем буду делать убавки. Вяжу по кругу. Можно вязать способом Magic Loop. У меня 40 сантиметров пока помещается. Я первый рукав вязала также начало на спицах 40 сантиметров, затем перешла на спицы с леской 100 сантиметров и вязала уже в конце способом Magic Loop. Пока мне этой лески достаточно, буду вязать на ней. Провязываю, значит, первый ряд это был первый ряд, и сейчас первый ряд, наборный ряд, это был первый ряд, и сейчас я вяжу второй ряд, и начиная с 3-го ряда я буду делать убавки. Сейчас я провяжу этот ряд, и в 3-м ряду я покажу, как я делала убавки, и
скажу, сколько всего убавок я сделала. Итак, третий ряд. Убавки я начинаю делать сначала небольшим клином, а потом уже возле центральной петли буду делать. Значит, в третьем ряду провязываю так. Первую петлю провязываю, это центральная петля, вторую провязываю, следующие 2 вместе с наклоном вправо. То есть все убавки у меня в сторону центральной петли. Провязала 2 вправо, теперь провязываю ряд до последних 3 петель. Когда 3 петли останется непровязанными, я подключусь. В конце третьего ряда осталось 3 петли непровязанными. Провязываю так: 2 вместе лицевой с наклоном влево. Для этого я разворачиваю петли лицевой стороной, задней стенкой и провязываю 2 вместе за заднюю стенку. Можно провязать протяжку. Последнюю петлю провязываю лицевой. Дальше 4-й ряд провязываю без убавок. В 5-м ряду покажу следующую убавку. Так, 5-й ряд. Первую петлю провязываю, 2 следующие провязываю вместе лицевой за переднюю стенку, то есть с наклоном вправо. Дальше провязываю весь ряд до последних 2 петель. Осталось 2 петли. Их провязываем вместе лицевой с наклоном влево. Можно сделать это протяжкой. Первую снимаем, вторую провязываем и протягиваем через предыдущую. Или так, как в 3-м ряду, развернуть и провязать за заднюю стенку. Это то же самое. Все, это 5-й ряд. Я сделала 2 убавки. И дальше я убавки делала именно так, как сейчас показала в 5-м ряду. То есть после первой, провязывая 2 вместе лицевой с наклоном вправо, и 2 последние петли ряда, провязывая 2 вместе лицевой с наклоном влево. Сколько я всего сделала убавок? Всего я убавила 7 раз по 2 петли и 1 раз 1 петлю. Что это значит? Значит, как я показала, начиная с 3-го ряда, я в начале и в конце ряда убавляла по 1 петле, то есть 2 петли в ряд. Получается в 3-м, в 5-м, в 9-м, в 15-м, в 21-м, в 27-м и в 33-м. По 2 петли. И дальше в 39-м ряду я убавила 1 петлю. Почему убавила 1 петлю? Так как я переходила на узор, и по кругу этот узор, количество петель должно быть кратно 6. У меня, если бы я убавила 2 петли, осталось бы недостаточно петель, мне нужно было 48 петель. В 39-м я убавила в начале ряда, можно это сделать в конце ряда, неважно. Осталось 48 петель. И на них я начала вязать по кругу узор. Начала так: центральная петля первая лицевая, затем изнаночная, 3 петли ажурной дорожки. Изнаночная, лицевая, изнаночная, 3 петли ажурной дорожки. Изнаночная, лицевая, изнаночная, 3 петли ажурной дорожки. И так по кругу провязывала этот узор также 18 рядов. И закрыла также спицами 4 мм путем протяжки по кругу. Нить оборвала, спрятала кончик. Все, на этом рукав готов. Я буду продолжать вязать второй рукав. Второй рукав тоже готов. Я в прошлом сюжете не сказала, что лицевой глади всего до начала узора я провязала 42 ряда. Затем уже перешла на узор. Все остальное я уже озвучила. После того, как я связала второй рукав, я постирала кардиган. Стирала я в стиральной машине на режиме быстрая стирка. У меня это 15 минут. И отжим ставила 800 оборотов. Кардиган в размерах не изменился. Сушила я на
перекладине для шторки ванной, не горизонтально. После этого, после стирки уже я пришила пуговицы, всего 10 пуговиц. Их можно застегнуть на вторую, на третью, кому как больше нравится. Ну, на этом все. Я рассказала все, что нужно было рассказать для вязания этого кардигана. Если остались вопросы, задавайте. Буду рада, если вам понравился мой кардиган. Показателем также будут служить фото ваших работ по этому МК. На этом у меня все. Большое спасибо за просмотр и до встречи в моих новых видео.